Приглашаем посетить город, где мастерам современного искусства открыто все, и откуда берут начало две королевские династии Швеции. Канал «Автозакордон» зимой и летом и ваши гиды Константин Красовский и Татьяна Андреева продолжает рассказ о городах, с которыми мы познакомились в Швеции. Название этого города людям других наций хочется прочитать как Оребро, но по-шведски он называется Örebro. Он расположен на реке Свартен у западной оконечности озера Эльмарен. Örebro основан в 1200 году, а статус города получил в 1404. Город возник возле брода через реку, где впоследствии построили мост. Название города происходит от шведских слов «эре» – камушек, галька и «бру» – мост. Город занимал стратегическое положение, поскольку именно через этот мост проходили торговые пути во внутренней части Швеции. Мы подъехали на стоянку возле замка Örebro и увидели, что из его стен протянулись щупальца осьминога. И они протянулись не просто так, а к нашему приезду. Дело в том, что город Örebro каждые 2 года проводит фестивали открытого искусства Open Art. И мы попали туда во время очередного фестиваля. На улицах сооружаются необычные произведения искусства, и некоторые из них остаются навсегда. Выходим на Сторторгет. Это одна из самых длинных площадей Швеции – 362 метра. Она так и называется. Стор по-шведски «большой», а торг – «площадь». Не случайно торговали раньше почти всегда на площадях. На площади розовый танк. Грозная военная машина обычно бывает покрашена в камуфляжные цвета. Чешский художник Дэвид Черный перекрасил старый танк в розовый цвет и тем символично разоружил его. Этот образ напоминает о пражской весне 1968 года, которая была раздавлена советскими танками. В 2011 году на этой площади лежал огромный желтый кролик. Недалеко от замка видим фигуру девочки. Эта необычная скульптура была создана во время фестиваля 2013 года и осталась в городе. Она называется «Бездомный памятник». Одинокая девочка с рюкзачком стоит с закрытыми глазами и не знает, куда ей идти. В 2015 году над городом висел китайский дракон. А в 2017 году на стенах ратуши поселились вот такие существа. Ратуша Örebro была построена в 1863 году в неоготическом стиле. Говорят, что во время посещения города король Карл XV намекнул, что здание ратуши было слишком большим и дорогим для города такого размера, как Örebro. Король приехал в город в 1865 году, чтобы открыть на площади памятник Энгельбректсону. Этот человек был вождем крупнейшего в средневековой Швеции народного восстания против короля Эрика Померанского, о котором мы рассказывали в фильме о Мальме. В 2019 году, ко времени нашего визита, Энгельбрект получил ожерелье из глазированной глины от фестиваля Open Art. На другой стороне площади церковь Святого Николая. До 1900 года она была единственной церковью в городе. Полагают, что построили церковь купцы из Любека во второй половине XIII века. В самых старых ее частях сохранился романский стиль, а в более поздних частях более заметен готический стиль. Нынешний облик и шпиль на башне храм обрел во время реставрации 1863-1900 годов, подчеркнувший готический стиль церкви. Часовня была перестроена и впоследствии стала называться часовней Энгельбректа, поскольку считается, что именно там похоронен национальный герой. К западу от церкви находится дом Николая, который с 15 века до 1808 года служил школой Örebro. В 1911-1932 годах здесь находилась городская библиотека. Сейчас здание используется как зал для собрания занятий, а также для репетиций церковных хоров. А это школа культуры. Здесь дети Örebro имеют все возможности развивать свои творческие способности. За мостом церковь Васа. Она является экуменической, то есть в ней могут молиться верующие разных протестантских христианских конфессий. В этом здании была методистская церковь Святой Троицы. Она была построена в начале 20 века. Поскольку активных прихожан у церкви почти не осталось, в 2016 году здание было продано и используется в разных целях.
Отель «Борген» расположен в здании, которое было изначально построено в 1891 году в романтическом средневековом стиле для сберегательного банка Эребру. Фасад выполнен из красного кирпича. Над зданием возвышается несколько башен, которые делают его похожим на замок. Несколько произведений фестиваля Open Art размещены в разных местах на реке. Возле отеля «Борген» создана американцем Сантьяго Мостин инсталляция «Miracle» – «Чудо». Она выглядит как портал, и под ней можно проплыть на лодке. Но произойдет ли при этом чудо? И задумаемся, происходят ли чудеса сами по себе, или мы их создаем сами, когда жаждем перемен? Эта необычная раковина с человеческим лицом называется «Отшельник». Она создана датской художницей Астрид Минтекер. Централ Палаццет, то есть Центральный дворец, это крупный жилой квартал, который был возведен в 1913 году в стиле модерн. Привлекающим внимание элементом здания являются большие часы на юго-западной башне. Возвращаемся к замку Эребру. Он занимает целый остров и имеет форму четырехугольника. По углам расположены круглые башни высотой около 30 метров. С северной стороны замка сохранилась часть разобранной в XVIII веке крепостной стены. Замок и город соединяются каменным мостом. На деревянной платформе на водной поверхности совсем близко от входа в замок видим несколько керамических скульптур. Они созданы шведкой Эрикой Стокел после посещения женской купальни и называются Sweaty Tummy Club – клуб потных животиков. Входим в замок и обнаруживаем в нем несколько экспозиций. Первая посвящена истории самого замка. Считается, что первая крепость на этом месте была построена в середине 13 столетия. Закладку замка связывают с именем Ярла Биргера, который также основал такой город, как Стокгольм. В XIV веке при короле Магнусе Эриксоне замок значительно расширяется и укрепляется. Построены трехэтажные жилые корпуса, составившие северное и западное крыло замка. В течение XIV-XVI веков замок охранял торговый путь по реке Свартон. Его многократно осаждали, но взять замок удалось только Густаву Васе, будущему королю Швеции. Именно в этом замке он утвердил наследственную монархию. Это произошло в 1540 году. После смерти Густава Васы замок достался его третьему сыну, будущему королю Карлу IX. Карл перестроил его по образу французских дворцов. После вступления на трон король Карл IX подолгу жил здесь вместе со двором и даже созывал в Эребру шведский парламент – Риксдаг. В 1611 году в замке был коронован сын Карла IX, король Густав II Адольф, тот самый, который основал город Гетеборг и университет в Тарту. Последующие шведские монархии постепенно теряли интерес к замку, утратившему свое стратегическое значение. В 17-18 веках в замке была тюрьма и оружейный склад. В 1738 году одна из башен замка обрушилась, крепостная стена была разобрана, деревянный мост заменен на каменный. Но в 1810 году замок вновь сыграл видную роль в истории Швеции. Именно здесь король Карл XIII объявил о передаче шведского престола Жанну Батисту Бернадотту, будущему королю Карлу XIV Юхану, основателю современной династии шведских королей. И вот этому королю был воздвигнут памятник возле замка. Одна из экспозиций внутри замка показывает, как был организован быт жителей надземной и подземной его частей. А то, как выглядели и как одевались средневековые вельможи, рассказывает выставка нарядов, сделанных из бумаги. Авторы произведений показывают известные портреты своих героев, но одевают их в бумажную одежду. Покидая экспозицию музея, видим во дворе замка еще одно произведение Open Art. Оно называется «Дождевые облака» и создано шведкой Анной Соренсен Рид, чтобы мы увидели смешное в том, что кажется грозным. А эта радужная инсталляция в парке украсила мостик на речном проливе. Она создана француженкой Эльзой Тамковяк. И вот как мостик выглядит изнутри. При выезде из города видим необычное здание. Это Свампен. В переводе «гриб». Водонапорная башня в Эребру. Она была запущена в эксплуатацию
1958 году. Высота башни 58 метров. Она вмещает 9 миллионов литров воды. Башня открыта для посетителей. На верхнем этаже есть кафе и смотровая площадка. А мы едем дальше, чтобы увидеть Стокгольм. Если вам это интересно, подписывайтесь на канал «Автозакордон» зимой и летом. Ставьте лайки и делитесь видео с друзьями. Кстати, если вы зашли сюда по ссылке в Facebook, не забудьте залогиниться в YouTube. И тогда вы сможете подписаться, поставить лайк и написать комментарий о том, что вам показалось самым интересным. До встречи в следующем городе или стране.